Особняк Кельха или дом юриста – один из самых примечательных и вместе с тем незаметных архитектурных памятников северной столицы. Замок-невидимка, который принадлежал богатейшему барону времен Российской империи и сохранился и до наших дней. В 1896 году Варвара Петровна Кельх, наследница зажиточных сибирских золотопромышленников, покупает этот дом. Она хотела получить особняк, которому бы не было равных в городе, чтобы здесь были только натуральные лучшие материалы, чтобы сочетались разные стили. И тогда Варвара Петровна приглашает архитекторов Шене и Чагина для создания нового проекта усадьбы. Старый особняк снесли и за пару лет на руинах возвели дом в духе французского ренессанса. Эти даты нанесены на эркерах дома. Фасад сделан в стиле эпохи Возрождения и отделан плитами песчаного камня. Именно облицовка придает величественный вид особняку. Все окна, выходившие на улицу, сделаны не в привычной прямоугольной форме, а в виде аркад, что еще больше придает особняку праздничность и торжественность. Парадная лестница и вестибюль. Сам по себе вестибюль достаточно скромный. Нижняя часть отделана мраморными плитами, боковые стены – штукатурка с небольшим количеством декора, но зато очень красивая верхняя часть. Потолок вестибюля оформлен арабесками. В центре потолка выпуклая фигура. 2 квадрата, один меньше другого, крест и круг. Круг выделен красивым венком, внутри круга плафон, живописное полотно, на котором 2 девушки. Одна из них держит ленту с приветственной надписью на латинском языке «Сальве», которая в переводе означает «здравствуй». У другой в руке ветка цветущего шиповника, символ здоровья, счастья и благополучия. Вестибюль завершается аркой, которая опирается на пилястры боковых стен. В верхней части каждой пилястры можно увидеть изображение мужской головы. Согласно легенде, это портреты братьев Кельх, Николая и Александра, первого и второго мужа хозяйки особняка Варвары Петровны. Рано умерший Николай изображен с покрывалом на голове. Лестница с плавными изгибами из карстского итальянского мрамора, белого, розового, розово-серого, с более темным вишнево-коричневым обрамлением. Мрамор был заказан из Италии, но когда он прибыл, оказалось, что все камнерезные мастерские заполнены заказами, и ждать придется долго, поэтому мрамор для изготовления лестницы отправили в Москву. Мраморные перила лестницы украшены крылатыми драконами и львиными масками. По легенде, они защищали хозяев от посягательств на их жизнь и их богатство. Лестница собиралась в Москве и была перевезена в Петербург в специальном вагоне. Сами лестничные марши находятся не по оси этого объема, а сбоку. Лестничная площадка с аркадами тоже с одной стороны. В результате получается динамичное развертывание пространства, за счет чего создается впечатление простора и величия. В доме с самого начала было проведено калориферное отопление, поэтому все камины в доме – это только антураж. Многоцветная роспись на потолке увеличивает объем пространства. Плафон на потолке сделан в виде витража в мастерской Эрнста Тодда в Риге. Здесь витраж в пастельных тонах – голубоватый, сиреневатый, мягкие песочно-желтые тона дополняют общий тон верхней площадки вестибюля. Огромная люстра золоченой бронзы завершает необычное оформление парадной лестницы. В этих 3 нишах раньше стояли скульптуры Марии Дилон «Утро, полдень и вечер», но они были, к сожалению, утрачены. В нишах западной стены установлены мраморные скульптуры, копии работ итальянского скульптора Антонио Канова «Пробуждение» и «Венера Италийская». Стены украшены 4 полотнами с романтическими пейзажами, выполненными в конце XIX века. На одном из них Неаполитанский залив и дымящийся вдали вулкан Везувий. Между полотнами искусный лепной декор. Практически все пространство стен богато декорировано лепниной. Нижняя часть колоннады ионического ордена оформлена бронзовой решеткой с причудливыми масками, обрамленными сложными композициями из листьев. Главная анфилада особняка небольшая, состоит всего из 3 комнат. Маленькая гостиная, розовая, белый зал и золотая гостиная, которой, к сожалению, уже не существует. Она была уничтожена в результате пожара от снаряда, попавшего в особняки в годы Великой Отечественной войны.
Вместо третьей арки было решено поставить зеркало. Оно округлено подставками с головами женщин и лапами львов. Само зеркало содержит старинную амальгаму, поэтому все отражающие в нем становятся максимально красивыми. Канделябры держат в руках осветительные приборы. Все приборы в доме были сделаны для электрического освещения. И сейчас мы заходим в малую розовую гостиную. Над входной дверью в гостиную изображена красивая молодая женщина. С одной ее стороны находится овца, а с другой павлин. За спиной бюст молодого человека, мужчины, чей взгляд устремлен на нее. Легенда особняка говорит, что это изображение хозяйки дома. Весь потолок занимает огромный живописный плафон, а рамой для него служит позолоченный карниз. Название полотна – «Истина, слава, миролюбие и правосудие, изгоняющие зависть». В восточной части, ближе к дверям, ведущим в зал, художник написал фигуру миролюбия в голубом плаще с пальмовой ветвью в руках. В средней части две сидящие фигуры. Одна – это правосудие, она изображена с весами, другая – истина, с зеркалом и оливковой ветвью. Справа от них, на ступенях античного храма, коленопреклоненный Марс, слагающий свое оружие. Над ним взлетает вверх на фоне колонн храма трубящая в золотой рог слава, и в самом дальнем углу поверженная мужская фигура с клубками змей в руках. Это зависть. Мы входим в белый концертный зал. Основные тона зала белый и фисташковый, что в сочетании с позолотой создает богатство и красоту всему пространству потолка. Центральное окно в зале немного выступает вперед в виде эркера, а по бокам от него два зеркала, которые выполняют роль расширения пространства. Между потолком и стенами по всему периметру в полунишах помещены скульптурные композиции играющих путти. Путти в переводе с итальянского означает «малыш», «ребенок», а еще их называют амуром или купидоном. Они олицетворяют аллегорию времени, которую философ Гераклит определил так: время – это шаловливый ребенок, и только ему принадлежит вечность. Все пространство стен украшено различными лепными композициями, которые состоят из букетов цветов и музыкальных инструментов.
Зал освещается люстрой из позолоченной бронзы, которая была изготовлена на фабрике штанги лука в Санкт-Петербурге. Ее отличает искусная работа мастера, соединившего элементы ампира с классицизмом. Торжественность залу также придает паркет, собранный из разных пород дерева. Он выполнен в виде ковра с центральной розеткой с прекрасными угловыми композициями из цветов и листьев. Огромный камин из светло-серого итальянского мрамора является центром всей композиции зала. Его выполнила первая русская женщина-скульптор Мария Львовна Дилон, о которой еще 20 лет назад мы даже не знали, потому что ее работы в советское время не выставлялись, а в особняк широкого доступа не было. Мария Дилон была девочкой из простой семьи. Она родилась в Ковенской губернии в семье еврея-откупщика. В ранней молодости была привезена в Санкт-Петербург, где под влиянием впечатлений от первых успехов Антокольского родные обратили внимание на ее страсть лепить. В 1879 году Дилон поступила в Академию художеств, которую окончила в 1888 году. За выпускную работу «Андромеда, прикованная к скале», к сожалению, от нее сохранились только фото и эскиз, она получила малую золотую медаль и звание классного художника второй степени. С тех пор она почти без перерыва принимала участие в ежегодных академических выставках в Петербурге, выставляясь иногда и за границей. Побывала в Германии, Франции и Италии. В конце 1890-х годов Дилон создала ряд работ для интерьеров петербургского особняка Кельха. Заказчицей была Варвара Петровна Базанова-Кельх. Этот камин делался в Италии и называется «Пробуждение весны». Серый итальянский мрамор. Нижняя часть камина – это топка, выполненная в виде мраморной раковины, а малая раковина – это латунная. Раковина – это экран, их можно было отодвигать, и тогда каминная топка обнажалась. Главная часть камина – это надкаминная полка. На нем юноша приподнимает покрывало и любуется прекрасной спящей девушкой. Плавными струями край покрывала, который поддерживает один из амуров, спускается к топке камина. Второй амур подносит девушке гирлянду из роз. Справа от юноши фартуш с инициалами АВК – Александр и Варвара Кельхи. На фартуше сидят два голубка. Вверху, на настенной части камина, летящие и развивающихся одеждах девушка с музыкальными инструментами и амуры, разбрасывающие розы. Вся композиция – это благопожелание, полное любви и блаженства жизни в новом доме. Внизу камина можно прочитать имя мастера и дату изготовления – Мария Дилон. Когда в этом зале собирались на концерт или на спектакль, во время перерывов дамы ходили в гостиной, а мужчины обязательно шли в парадный кабинет хозяина, куда мы сейчас с вами и направляемся.
Парадный кабинет хозяина выполнен в стиле барокко, для которого характерно использование нарядного и разнообразного декора, без каких-либо готических элементов. Отделка в кабинете из орехового дерева. Двери и центральное окно украшены колоннами Коринфского ордена. На стенах когда-то были красочные гобелены. На потолке в крестообразных филенках размещены композиции из дерева в виде цветов, листьев, гирлянд и розеток. Но среди них есть и необычные элементы декора в стиле эклектики. Это рабочие инструменты садовника и строителя, лейка, ухват, ведро. Все эти элементы типичны для распространенного в XVIII веке масонства. Потолок дополняет прекрасные пиастровые люстры. Кабинет украшает монументальный камин. Образцом для камина послужил камин в одном из залов ратуши бельгийского города Брюгге, выполненный известным мастером XVI века Ланселотом Блонделем. Нижняя часть камина – это топка, выполненная из кафельной плитки и лабрадорита. Лабрадорит есть также на подоконниках, а все остальные части камина деревянные. Красивая верхняя композиция. Мы видим ворота города, перед которыми стоит мужчина в готических одеждах. У него поднята рука. В руке должен был быть меч. К сожалению, он утрачен и будет восстанавливаться при реставрации. По бокам центральной части композиции амуры с венками, а еще дальше фигуры женщин. Камин украшен геральдической композицией. Это щит с буквами АК, монограммы хозяина особняка. Такая же композиция помещена над центральным окном кабинета. Отсутствие буквы В Варвары, первой буквы имени жены, говорит о принадлежности кабинета именно Александру Кельху. В бильярдном кабинете мало что сохранилось от прежней обстановки. Угловой кожаный диабан с монограммами, шкафчик для кия и потолок зонированный деревянными арабесками. Из окна открывается прекрасный вид на готический флигель, построенный во внутреннем дворике особняка Карлом Шмидтом в 1903 году. Готическая столовая – это огромный прямоугольный зал, который занимает большую часть этажа дворового флигеля. Здесь все выдержано в форме неоготики, где каждая деталь отличается совершенством исполнения. Стенные проемы и мебель выполнены из темного орехового дерева. Вся обстановка создает атмосферу таинственности и загадочности. Люстры выполнены из ажурного обода. Деревянный резной потолок представляет композицию из 5 килевидных арок, которые опираются на консоли стен. По форме арки напоминают опрокинутое днище корабля.
Консоли декорированы фигурами химер, которые трубят в рог. Химера – это мифическое чудище в греческой мифологии. Она олицетворяет праздные и пустые фантазии и несбыточные мечты. Кроме химер, которые чередуются в шахматном порядке с дразнящимися гномами, столовая украшена птицами, совами и орлами, драконами и грифонами. Еще один из элементов украшения стен, кроме многочисленной скульптурной резьбы, является фриз с изображением стилизованных рыцарских щитов. По двум сторонам зала мы видим гербы. Чьи это гербы, никто не знает. Это стилизация. Раз зал рыцарский, значит должны быть гербовые элементы. С двух торцов зала сложные деревянные композиции. Это буфеты. В готической столовой есть неприметная лестница, которая ведет на антресоль. Когда-то там находился орган, который, к сожалению, был утрачен. Главный гербовый элемент находится в центре на камине. Камин огромный. Гербовая композиция находится в средней части. Это щит, на нем прописаны буквы АВК. Александр и Варвара Кельх. Щит держит два гербовых животных – единорог и олень. Животные, которые символизируют силу, храбрость, благородство, лучшие качества дворян. По бокам женская и мужская фигуры в средневековых облачениях. Над ними маленькие капеллы фонарики. Третья часть – это усеченный конус, на котором распластанная фигура орла. Пол также выполнен из наборного паркета. Здесь тоже висят гербы и символы, распластанные орлы и львы. Вот как раз та самая винтовая лестница, о которой мы говорили чуть-чуть раньше.
Ярким дополнением интерьера считается 8 прекрасно сохранившихся витражей, выполненных в одной из самых престижных мастерских живописи по стеклу конца XIX века. Это мастерская Эрнста Тодда в Риге. Витражи эпохи модерна отличаются причудливо вырезанными цветными стеклами, которые соединялись между собой при помощи спаянных свинцовых жилок. Стекло при таком креплении играло красками в световых лучах. В двух средних окнах расположено изображение рыцаря в плаще и шлеме с мечом в руках и прекрасной дамы с прялкой. По легенде, это стилизованные портреты хозяина и хозяйки дома. Витражи дают законченное представление того, что здесь царит эпоха Средневековья. На южной стене столовой большой панно. Это витраж картины Вакханалия. Сюжет его — сцена праздничества в честь мифического бога богатства, виноделия и веселья Вакха. Техника исполнения — это стекольная живопись, при которой витраж собирался из фрагментов стекла, окрашенного изнутри. Мастер наносил рисунок на стекло, а затем шел обжиг, в результате которого краска вплавлялась в расписанное стекло и уже составляла с ним единое целое. Во время Великой Отечественной войны часть здания была разрушена фугасной бомбой. Здание удалось восстановить, но некоторые элементы архитектуры и детали интерьера бесследно канули в лету. В конце 90-х особняк стал домом юриста. Его передали Санкт-Петербургскому государственному университету под юридический факультет. Особняк Кельха по-прежнему реставрируют, но некоторые помещения уже открыты для проведения различных мероприятий. Это уникальное сооружение на улице Чайковского, достояние петербургской культуры. Вы не встретите здесь сумасшедшего скопления туристов. Это один из немногих домов с богатой историей, который остается в тени и ловит изумленные взгляды случайных прохожих.